Капли креацина, 8 серия. Планету-музей посещает почти 30 миллиардов туристов в год. Все, что находится на поверхности планеты и даже в ее недрах – произведение искусства. Планета окружена надежным креациновым куполом. Сейчас пролетаем над одним из входов. Видишь очереди? Это туристы. Да, впечатляет. Но нам нужен служебный вход. Директор должен нас встретить. У служебного входа шла грандиозная стройка. Похоже на креациновый танкер. И еще для одного танкера платформу строят. Похоже, у музея серьезные планы на экспорт креацина. У служебного входа без названий уже ждали. Здравствуйте, меня зовут Асперекс Прупигля, директор и единственный сотрудник музея. Большая честь открывать выставочную программу именно вашей выставкой. Могу я просить вас оставить звездную студию на орбите? У нас очень строгие правила. Наша система безопасности самая надежная во Вселенной. Ни одна капля креацина, ни одно произведение искусства не сможет покинуть планету без разрешения попечительского совета. А как же вы собираетесь креацин экспортировать? Зачем тогда танкеры? Охрана не пропускает креацин, привезенный в музей, а синтезированный на планете креацин может свободно покидать границы купола. Мы начинаем выставочную программу, чтобы производить креацин на планете. Попечительский совет сильно сократил финансирование. Из всего персонала остался только я один. Вся надежда только на экспорт креацина. Еще большая проблема для музея войны. Поврежденные экспонаты приходится утилизировать. Сейчас полыхает война между континентами постнеоклассицизма и неоклассицизма. И минимализм собирается нападать на мистический реализм, а у них драконы. Да, интересная у вас работа. Туристам нравится наблюдать военные действия между стилями и направлениями в искусстве. Приходится организовывать специальные туры. А сейчас у нас запланированы лекции в школе молодых художников. Уже год как школа работает. Выпуск художников наладили. Правда, творческий модуль пока не удается у студентов активировать. Креацин так и не синтезируют. Очень надеемся на вашу помощь. После лекции жду вас в своем кабинете. Телепортируемся на архипелаг островов, отведенный под вашу выставку. Без названия внимательно всматривался в ряды сидящих перед ним молодых художников, вспоминая свою работу ректором в Академии художеств Системика. Что говорить им? Чему я могу научить молодежь? Стоит ли ее чему-либо учить? И без названий решил без лишних слов просто активировать творческие модули студентов. Обнаружив, что творческие модули активированы, студенты школы молодых художников Планеты-музей несколько секунд пытались понять, что с ними произошло, что изменилось, каковы новые возможности и перспективы. Осознав возможности творческого модуля, юные художники немедленно начали с огромной скоростью размножаться. Этот увлекательный процесс полностью захватил студентов. Без названия быстро понял, что лекцию продолжать бессмысленно, и решил покинуть школу. Тем более, что места в зале становилось все меньше. Студенты увлеченно заполняли собой пространство. Потолок был проломлен. Юные художники становились друг над друга, как будто строили и сами себя какую-то странную башню, устремленную куда-то вверх, к самому куполу. За студентов не беспокойтесь, побалуются и успокоятся. Вот ваш архипелаг. Очень мягкий климат и освещение, к тому же самая высокая гора на планете. Вашу звездную студию, к сожалению, не пропускает на планету служба безопасности, но наши ассистенты помогут работать над выставкой. Работа над выставкой шла очень эффективно, музей предоставил мощнейшее монтажное оборудование, а ассистенты блестяще справлялись со своими обязанностями. Без названия связался со звездной студией на орбите планеты.
как выставка выглядит сверху, из космоса. Прекрасно. Тут из-за защитного купола сильные помехи, почти ничего не видно и сигнал преломляется. Но самая большая очередь туристов на твою выставку. На открытие выставки Аспиракс Пропедли сказал торжественную речь: «Наш музей расширяется вместе со Вселенной. Постоянная экспозиция музея формировалась тысячи лет, а новая выставочная программа подарит любителям искусства свежие впечатления. И особенно приятно открывать эту программу первой в истории ретроспективной выставкой без названия». После торжества, покидая музей на орбитальном лифте, без названия с высоты впервые увидел почти все свои самые важные работы, всю свою долгую творческую жизнь, всего себя, что я успел сделать, и что буду делать дальше, зачем это все, размышлял художник. На выходе, погруженного в меланхоличные переживания без названия, ждал сюрприз. Вы – произведение искусства. Вы не можете покинуть музей. Система безопасности была непреклонна, какой ей и полагается быть. Директор Аспиракс Пропедли выразил самые глубокие сожаления. «Пожалуйста, простите, это ужасное техническое недоразумение. Кроме того, что вы прекрасный художник, вы еще и сами являетесь произведением искусства. Совсем забыл об этом. Виноват. Мы обязательно все уладим». Аспиракс Пропедли попросил подождать, пока попечительский совет подпишет приказ, разрешающий покинуть музей. Без названия возвращался на орбитальном лифте на свой архипелаг, к своей выставке, еще больше погружаясь в меланхолические мысли. Внезапно с орбиты позвонила взволнованная звездная студия, случайно перехватила сигнал. Пропедли говорил с кем-то из попечительского совета. «Они не выпустят тебя. Никогда. И войны между произведениями искусства они специально подстраивают. Сможешь транслировать картинку на поверхность купола». И студия спроецировала на защитный купол музея секретный разговор. «Чем больше они повреждают друг друга, тем лучше. Пусть хоть всех своих драконов перебьют. Утилизируем их. Получившийся креацин дистиллируем через молодых художников и выведем с планеты. Танкеры ждут». Экспонаты обескуражены, бои остановились. Вечные и непримиримые враги осознали, что были разменной монетой в чужой игре. Наступил мир, но вместе с миром наступило и непонимание, что делать, как жить дальше под этим куполом с таким директором, с таким попечительским советом. Без названия собрал на самой высокой горе музей произведения искусства. Мы должны уничтожить купол, вырваться на свободу и создать свой мир, где не будет места войнам, раздорам и креациновой эксплуатации. Но купол нам не преодолеть, и купол защищает нас от внешнего мира. В это время директор Пропедли связался со стремительно размножившимися молодыми художниками. Они уже почти достигли купола. «Да, господин директор, как вы и запрограммировали, креационопровод будет готов в срок. Осталось 9000 метров. Молодцы, администрация гордится вами». А на вершине высочайшей горы планеты без названия вместе со своими новыми друзьями генерировал все больше и больше креацина, стараясь пробить защитный купол музея. Вместе мы разрушим купол и сами вообразим и построим себе прекрасный новый мир. В своем офисе Аспиракс Пропедли наблюдал, как произведения искусства на самой высокой горе планеты объединили свои потоки креацина и направили их на защитный купол. Вот и славненько, потечет креацин по трубе. Креацин, генерируемый повстанцами, концентрировался вокруг студенческого креацинопровода и поступал прямо в танкеры. Это был прекрасный, чистый и свежий креацин, который можно было совершенно легально вывозить с планеты музей. Злодейский план удался.
Студия, заметив активность у служебного входа, позвонила без названия. Тут уже 8-й танкер заправляется вашим креатином. Что вы там делаете? Директор обманул нас, нужно действовать иначе. А что, если творческий модуль будет внутри меня, подумал без названия и проглотил пирамидку сияющего креатина. Преображающая вспышка ярче сотен звезд сверкнула на самой вершине горы. Без названия замкнул поток креацина внутри себя и преобразовался в чистую креациновую плазму, чистую творческую энергию. Никакой купол и ничто на свете теперь не могло бы его удержать. Через гигантскую пробоину в куполе по креациновому лучу разумные произведения искусства покинули музей. Они устремились в новый светлый мир, созданный из искусства и свободы ради творчества и счастья, в мир чистого воображения. Креациновое бюро расследований заинтересовалось деятельностью Аспиракса Прупигля. Если верить вашим словам, то это первый в истории Вселенной случай, когда художественный музей сам себя ограбил.